НАТО создает миссию в Украине. Российская армия полностью восстановила потери, а голосование в Конгрессе, скорее всего, снова переносится. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Президент Франции считает, что Олимпиаде грозит террористическая опасность. Россия точно что-то задумала. Я не сомневаюсь в том числе в информационном плане. Каждый день Россия распускает слухи о том, что мы не можем сделать то или это, так что это был бы риск. И поэтому мы должны держаться. Оккупанты готовят наступление на май-июнь. Запускаются процессы скрытой мобилизации. Оккупанты будут продвигаться на Угледарском и Часовоярском направлениях и планируют дойти до Краматорска и Славянска. Американский Конгресс не будет поднимать вопрос помощи Украине 9 апреля. Действительно, Майк Джонсон опять-таки показывает свою несостоятельность и несамостоятельность с точки зрения принятия тех или иных решений. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал, это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Армия Российской Федерации полностью восстановилась, им хватило 1 года, говорит представитель Госдепартамента США. Он связывает такое быстрое восстановление с увеличением бюджета на оборону и помощью со стороны Китая. Мы действительно видели, как Китайская Народная Республика начала помогать восстанавливать оборонную промышленную базу России, по сути засыпая торговлю от европейских партнеров. За последние пару месяцев мы оценили, что Россия почти полностью восстановилась в военном отношении. В феврале глава Пентагона говорил о том, что потери россиян составляют 315 тысяч человек, и продвижение вперед привело к увеличению этого количества. Однако Москва резко увеличила расходы на оборону с 2022 года до 6% национального ВВП в своем бюджете на 2024 год. Этот рост является частью более масштабных усилий Кремля, направленных на перевод своей экономики и, в частности, оборонной промышленности на военные рельсы. Российский успех усиливает давление на Киев, который вынужден идти на изменение законодательства, чтобы набрать больше людей в ряды сил обороны. И пусть это смогло удержать российское наступление, главным все равно остается финансовая поддержка со стороны США. А она сейчас очень сильно пробуксовывает, пишут аналитики Defense News. И действительно, исходя из публикации Bloomberg, помощь для Украины, Израиля и Тайваня не будет проголосована 9 апреля, когда американский Конгресс вернется к работе. Скорее всего, голосование будет отсрочено еще на несколько недель, а спикер Майк Джонсон еще не предоставил детального плана пакета помощи и все еще пытается смягчить позицию некоторых республиканцев. Мы поговорили об этом с Игорем Чаленко, главой Центра анализа и стратегий. Действительно, Майк Джонсон опять-таки показывает свою несостоятельность и несамостоятельность с точки зрения принятия тех или иных решений, поскольку дальнейшее отстрачивание, рассмотрение вопроса помощи Украине, Израилю, Тайваню ставит под сомнение возможности Соединенных Штатов поддерживать своих партнеров во всем мире. И это серьезный удар по имиджу и репутации официального Вашингтона. Не просто по нынешней администрации Белого дома, нет, по всем Соединенным Штатам. И мы должны понимать, что сейчас действительно взят курс на определенное затягивание ситуации, несмотря на прежние заявления Майка Джонсона. Но опять-таки мы уже более полугода находимся в процессе отстрачивания принятия стратегически важного решения. Дальше тянуть просто невозможно. Сейчас действительно мы видим продолжение борьбы между демократами, Белым домом и Майком Джонсоном, все-таки не Майком Джонсоном, давайте говорить открыто, а с Дональдом Трампом. Трамп сегодня, он считает, что у него все козыри на руках, что у него есть золотая акция, и до возможного избрания в ноябре месяце он хочет показать слабость
нынешней администрации Джо Байдена. Но мы прекрасно видим, что это оборачивается просто колоссально негативными последствиями непосредственно для Соединенных Штатов. За Вашингтоном сейчас смотрят во всем мире. И действительно, за ним смотрят в Иране, за ним смотрят в Российской Федерации, в Китае, в конце концов, да, во всем мире. Поэтому в нынешней ситуации, конечно же, дальнейшее затягивание не принесет никакого результативного решения, либо улучшения репутации Штатов. Нужно принимать решения как можно быстрее. Россия готовит наступление на май-июнь. Об этом говорят в Центре противодействия дезинформации. Россияне решили не делать паузу после оккупации Авдеевки для того, чтобы не пропустить окно возможностей, которое появилось из-за задержки финансирования из США. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО считает, что наступать россияне будут на протяжении всего лета. Оккупанты будут продвигаться на Угледарском и Часовоярском направлениях и планируют дойти до Краматорска и Славянска. Но украинские военные продолжают строить оборонительные рубежи, фортификации и делают все, чтобы сдержать врага на всех направлениях. К тому же российские управляемые авиабомбы и беспилотники непрерывно атакуют Харьковскую и Сумскую области, видимо, чтобы создать впечатление, что собираются наступать и там. Есть ли потенциал к наступлению у россиян в принципе, мы спросили у военного эксперта Михаила Жирохова. Сейчас российская армия выполняет исключительно политические задачи. Поэтому, если Путин решит наступать в Сумской области, российская армия будет наступать в Сумской области, даже если там ситуация для них будет не самая лучшая. Если Путин решит наступать в Угледаре, российская армия будет наступать в Угледаре. Путин сейчас руководит российской армией в ручном режиме. Это исторически пройдено. В апреле 45-го Гитлер тоже, когда вмешивался в боевые действия и в планирование боевых действий, то, что находится в голове у Путина, и то, что выполняет российская армия, это никакому анализу нельзя провести никакой анализ. И все вот эти утверждения, кого бы то ни было, они все базируются исключительно на каких-то оценочных суждениях, и поэтому не могут нести такого, знаете, характера, что это будет там на 50 или на 100%. Попытки проведения терактов во время Олимпиады неизбежны. Россия нацелилась на Олимпиаду, считает президент Франции. Я не сомневаюсь в том числе в информационном плане. Каждый день Россия распускает слухи о том, что мы не можем сделать то или это, так что это был бы риск. И поэтому мы должны держаться. А стойкость, уверенность в себе, отношения с правдой — это сила демократии и великих наций. И мы готовим эти олимпийские и параолимпийские игры коллективно. Это колоссальная работа, которую делают избранные должностные лица вокруг меня. Их службы, спортивный мир, государственные службы. Именно Международный олимпийский комитет, консультируясь с этими федерациями, берет на себя ответственность за свои решения, потому что это спортивные решения. Они уже выразились предельно ясно по поводу отсутствия флагов и делегаций, а сегодня по поводу отдельных спортсменов, также с правилами этики, уважения и без национальных гимнов, без флага. Российские и белорусские спортсмены будут выступать в качестве нейтральных участников, без своих флагов и гимнов, и не будут допущены к параду открытия. Изначально им в принципе запрещалось принимать участие, но Олимпийский комитет передумал. Вместе с тем, мэр Парижа не один раз заявляла, что российским спортсменам будут очень не рады на Олимпиаде. Страны НАТО приняли решение о создании миссии Альянса в Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Польши. Деталей известно мало, но это точно не означает участие польских военных в войне, подчеркнул министр. Но это значит, что сейчас мы можем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. Польша не планирует прямого участия в войне в Украине, говорит премьер-министр страны, отвечая на вопросы журналистов о создании миссии Альянса в Украине.
Я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров и их результатах. На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту Байдену. Польша не предполагает прямого участия в войне на украинской земле. Радослав Сикорский объяснил, что, скорее всего, речь идет об обучении украинских военных на территории Польши. Норвежская полиция оцепила район здания парламента после того, как в полицию поступили 2 сообщения с угрозами взрыва. Ранее в этот же день министр юстиции и общественной безопасности Норвегии готовилась отвечать на вопросы в парламенте. Вскоре после начала у здания появилась вооруженная полиция с собаками-ищейками. Уникальность норвежского парламента в том, что мы прозрачные. Люди могут регистрироваться, приходить и следить за дебатами. Именно такой мы хотим видеть нашу демократию. Как мы все знаем, мы живем в сложное время, поэтому, несомненно, безопасность играет большую роль в нашей повседневной работе. В парламенте называют этот день самым открытым в году. Это время вопросов. Здесь много журналистов, и обычно здание парламента открыто для общественности. Можно прийти и следить за ходом заседаний. В Великобритании начнут тестировать анализы крови на болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, что может привести к более ранней и быстрой диагностике. В 5-летней программе примут участие 5000 добровольцев. Уникальность этих проектов заключается в том, что мы собираемся распространить их по нескольким центрам Великобритании, чтобы сделать их доступными для людей, которые ежедневно посещают клиники памяти. Но как только мы получим эти данные и поймем, эффективны ли эти тесты, абсолютно точно следующим этапом может стать, можно ли их использовать для скрининга в сообществе в рамках первичной медицинской помощи в более раннем возрасте. Белки, способствующие развитию деменции, начинают накапливаться в мозге за 20 лет до появления симптомов, а существующие тесты, включая ПЭТ-сканирование и спинномозговую люмбальную пункцию, настолько дороги, что их проходят только 2% пациентов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно для того, чтобы YouTube понял, что это видео можно показывать всем. Ну а у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.